Здравствуйте. Мы продолжаем наш возрастно-психологический блок, и мы также продолжаем обсуждение развития так называемых символических систем в дошкольном возрасте ребенка и, соответственно, вот в дальнейшем. Сегодня речь пойдет об изобразительной деятельности детей. И, в общем-то, нет нужды говорить, наверное, о том, что эта сфера детского развития также является важной, значимой в деятельности любого, так сказать, церковного работника, который имеет дело с детьми. Ну и также это важно и полезно для родителей. Значит, вот изобразительная деятельность действительно является очень важным, так сказать, аспектом, очень важной линией развития ребенка дошкольного возраста. И мне кажется очень важным здесь подчеркнуть, что это действительно важная часть постижения мира ребенком. И именно поэтому, скажем, Жан Пиаже выделил эту сферу в отдельную линию развития символических систем. Что можно сказать о, значит, роли рисунка, изобразительной деятельности в общем развитии ребенка? Ну, вот здесь, наверное, мы можем вспомнить, да, очень кратко то, о чем мы говорили в самом начале нашего возрастно-психологического блока, когда речь шла о том, что детский рисунок в своем развитии, в своей эволюции как бы повторяет вот историю развития изобразительного искусства в истории человечества. Эта мысль, она принадлежала Стэнли Холлу, и, в общем-то, эта идея фактически существенно интенсифицировала исследование детского рисунка, исследование как бы роли детского рисунка в общем развитии ребенка. Классики психологии XX века, в частности Выготский и Пиаже, они совершенно как бы согласно друг с другом говорили, да, о том, что детский рисунок как бы вот является некоторым таким вот аналогом, да, некоторым аналогом вот такого словесного развития, речевого развития ребенка. И вот мы с вами знаем, да, действительно, что если мы с вами взглянем на модели интеллекта, то есть познавательных способностей человека, модели интеллекта, разработанные в течение XX века, то там, как правило, присутствуют два как бы блока основных, да, так называемый вербальный интеллект, то есть вербально-логическое мышление, которое использует слово для того, чтобы производить некоторые мысли, суждения и умозаключения, и присутствует невербальный интеллект как отдельный блок нашего интеллекта. И здесь речь идет о том, так сказать, мыслительном процессе, который не использует слова, то есть это невербальный интеллект, но при этом это мышление конструктивное, образное. Зачастую вот это то мышление, которое очень важно для инженера, для, так сказать, вот конструктора, потому что действительно вот это вот манипулирование различными образами в умственном плане является очень важной частью деятельности, профессиональной деятельности людей вот в этой сфере. И здесь как раз вот мы с вами возвращаемся к тому, что же происходит в дошкольном возрасте, и к тому, какова роль детского рисунка в развитии человека. И здесь как раз вот можно привести идеи, скажем, Выготского о том, что рисунок ребенка является некоторым аналогом слова. То есть когда ребенок нарисовал, скажем, человека, да, фигуру человека, более-менее узнаваемую, то это означает, что он как бы создал некоторый, так сказать, интегральный образ для себя. Да? И вот Выготский говорит, что это некоторый аналог слова. Пиаже говорит, так сказать, очень похожие, так сказать, слова, очень похожие мысли выражает и говорит о том, что ребенок рисует не то, что он видит, а то, что он знает. Вот эти слова на самом деле очень важны, и я к ним вернусь. Значит, какими исследованиями можно как бы проиллюстрировать вот эту мысль о том, что ребенок рисует не то, что он видит, а то, что он знает?
Значит, в психологии были предложены, проведены эксперименты, которые показали, что действительно ребенок претерпевает определенную такую эволюцию в своем развитии, когда он изображает окружающие объекты. В частности, вот эксперименты одного из таких последователей Жана Пиаже, если я правильно помню, мы еще о них не говорили, но если даже и говорили, может быть, имеет смысл о них напомнить. Он как раз вот провел такие исследования, которые показали, что ребенок рисует не то, что он видит, а то, что он знает. Вот Люке, это как раз тот исследователь, который проводил этот эксперимент, он ставил перед детьми разных возрастов некоторую натуру. В данном случае натурой была чашка с рисунком на стенке этой чашки, и поворачивал эту чашку таким образом, что рисунок на чашке был виден детям, а ручка чашки была повернута назад. То есть дети не видели как бы эту ручку. И оказалось, что до возраста 8-9 лет дети четко совершенно разворачивают на своем рисунке эту чашку и рисуют ручку, которую они не видят. А после 8-9 лет они, так сказать, начинают уже рисовать то, что они видят, то есть они стремятся изобразить рисунок на этой чашке и передать конкретную форму этой чашки так, как она им, так сказать, так, как она ими воспринимается. Это очень как бы важное такое наблюдение, которое имеет существенное значение для вот организации занятий с детьми в воскресной школе. Вот если вести речь о, так сказать, церковных формах вот, занятий с детьми. Вот дело в том, что вот действительно до вот этого возраста 8-9 лет не желательно предлагать детям что-то рисовать с натуры, что-то рисовать похожим на какой-то реальный объект. Лучше давать им те задания, которые будут пробуждать их фантазию, которые будут способствовать тому, чтобы они отображали в своем рисунке, пусть как бы несколько схематически, но вот так, как они умеют, да, изображали какие-то события, какие-то важные явления, да, вот, ну, например, там, да, вот, если, так сказать, они уже узнали, да, в этих занятиях о, допустим, Рождестве, да, о Вознесении, о Преображении, да, вот, или о каких-то там сказочных сюжетах, да, замечательно, если они нарисуют это так, как они могут, да, или вообще какой-то рисунок по какой-то, так сказать, придуманной ими истории. То есть ни в коем случае не надо настаивать на том, чтобы дети до возраста там, 8, 9, там, 10 лет рисовали вот что-то похожим на реальность. И здесь я как раз вот могу привести такой как бы антипример, когда одна преподавательница воскресной школы, имеющая художественное образование, пыталась заставлять детей рисовать с натуры, и видя их неуспех, вот это были дети и дошкольного возраста, и самого начала вот этого младшего школьного возраста, когда они вот недостаточно хорошо изображали натуру, она, в общем-то, так сказать, их порицала, она, так сказать, пыталась их все-таки научить и заставить сделать правильно, доводя, так сказать, до вот какого-то такого расстройства, до даже, так сказать, слез, да, и, в общем-то, это, конечно, очень мощный антипример того, как не надо общаться с детьми вот на уроках, включающих изобразительную деятельность в себя, да, и, в общем-то, вот, к сожалению, такие примеры присутствуют. И для того, чтобы как бы вот проиллюстрировать, да, то, что является некоторой такой логикой развития детского рисунка, давайте разберем, по крайней мере, две такие вот важные периодизации. Одна из них как раз принадлежит тому же самому Люке, о котором мы говорили.
и она включает в себя совсем немного стадий и, так сказать, предлагает вот эту периодизацию развития детского изобразительного вот, творчества, детской изобразительной деятельности вот в таком крупном масштабе. Значит, он выделяет некоторый такой большой период, который он назвал символический реализм. То есть ребенок в этот период склонен к тому, чтобы максимально обобщенно, так сказать, схематично, символически изображать какие-то предметы. И это действительно, так сказать, то, что присуще дошкольному возрасту. И далее, да, вот как раз по мере своего мыслительного развития, интеллектуального развития ребенок уже переходит к тому, что Люке назвал визуальный реализм. То есть ребенок уже начинает стремиться к тому, чтобы нарисовать что-то похожим на предметы, которые он воспринимает. И это прежде всего приходится на тот возраст, который является переходным к подростковому, то есть в раннем подростковом возрасте. Этот шаг, так сказать, делается ребенком. Это естественный, так сказать, процесс и мыслительного развития ребенка, и процесс развития изобразительной деятельности. Если говорить о каких-то более детализированных периодизациях, то здесь нам можно обратиться к периодизации такого американского психолога Виктора Лоуэнфельда. Это уже периодизация середины XX века. То есть вот детский рисунок интенсивно изучается до сих пор, да, и вот такие, так сказать, вехи мы видим, да, где-то первая треть XX века, да, это вот, скажем, то, что предложил Люке, да, и вот вторая, так сказать, вот середина, да, это то, что предлагает Лоуэнфельд. Понятное дело, это основано на очень большом таком эмпирическом материале, то есть на анализе огромного количества рисунков детей разных возрастов. Лоуэнфельд говорит о том, что первой стадией развития детского творчества является стадия каракули, когда ребенок приобретает первый как бы двигательный опыт вот, взаимодействия с какими-то инструментами для изобразительного, так сказать, творчества. Имеются в виду какие-нибудь там мелкие фломастеры, там карандаши и так далее, и так далее. И ребенок уже научается где-то после года, да, он научается схватывать тот или иной, так сказать, рисующий предмет, рисующий инструмент, и у него, так сказать, начинается вот эта стадия каракули, которая проходит определенные свои подстадии, которые как раз Лоуэнфельд тоже описывает. Во-первых, это некоторое такое, так сказать, вот просто беспорядочное рисование, когда у ребенка наблюдаются какие-то либо зигзагообразные, либо такие округленные такие, значит, вот линии, которые он оставляет. И, в общем-то, акцент для самого ребенка заключается именно на том, что вот что-то хотя бы там остается, да, и самое главное – это вот эти движения, которые ребенок делает. Постепенно у него, так сказать, вот фокус внимания по мере развития этой деятельности переключается с собственной активности на то, что остается на поверхности, там на листе бумаги, на стене, на столе, там на чем угодно, на чем дети имеют тенденцию рисовать, и уже ребенок начинает как бы обращать внимание на те линии, которые после, так сказать, его действий остаются. И это вот как раз, так сказать, очень важное такое переключение, которое связано с тем, что действительно ребенок начинает тяготеть к каким-то закругленным линиям, и постепенно он начинает, вот зачастую родители ему в этом помогают, или педагоги, воспитатели, да, он начинает уже рисовать, так сказать, какие-то, помимо, так сказать, таких кружочков, да, он начинает рисовать какие-то там углообразные там линии, да, какие-то зигзагообразные, какие-то линии, похожие на квадрат. И, соответственно, постепенно ребенок начинает вот в этих каракулях, это все еще каракули, он начинает как бы находить какие-то вот, ну, как бы предметные изображения. То есть по виду это еще каракули, но ребенок уже начинает им давать определенные названия. И более того, он зачастую запоминает о том, что есть что, и вот как бы вот эти выставки детских каракулей, да, они для него имеют и какой-то смысл, какие-то названия. И Лоуэнфельд как раз, так сказать, обозначил вот эту подстадию каракулей как, так сказать, вот такой вот период наименований,
когда по виду это еще каракули, но тем не менее вот ребенок уже дает название этим своим изображениям. Как правило, это имеет место в возрасте около 3 лет. И это как раз как бы переходный момент к следующей стадии, которую он назвал стадия первичных схем. Она наблюдается примерно в возрасте 3-4 до 5-6 лет. И здесь речь идет о том, что ребенок находит, наконец, некоторое, так сказать, символическое, целостное, такое интегральное, так сказать, обозначение изображения некоторого, так сказать, вот объекта. Чаще всего таким объектом является человек, то есть действительно очень значимая фигура. Чаще всего это так называемый головоног. То есть ребенок изображает людей в виде кружочка со схематическими чертами лица и палочками ногами. И по мере, так сказать, возрастания ребенка в дошкольном возрасте головоног становится все более детализированным. И вот мы с вами на дальнейших занятиях как раз разберемся с тем, насколько, так сказать, эволюционирует головоног в рисунке ребенка и как это может быть использовано в процессе оценки уровня развития ребенка, в частности, вот в плане определения готовности ребенка к школе, к школьному обучению. Следующей стадией развития ребенка в его изобразительной деятельности является так называемая стадия схематизации. То есть вот ребенок на предыдущей стадии первичных схем нашел схему для изображения человека, он нашел схему для изображения лица человека. Да? Зачастую мы знаем, что дети-дошкольники изображают там солнышко с улыбкой, да? И просто как бы вот лицо человека. Как бы ребенок уже находит как бы схему, первичную схему для изображения, скажем, кошечки-собачки. Это то же самое, только схема там голова, туловище и ножки повернуты, так сказать, горизонтально. И вот из этих, так сказать, первичных схем ребенок создает некоторые, так сказать, уже вот изображения, достаточно сложные. Как правило, это какие-то сюжеты, и там могут быть какие-то ситуации, да, которые ребенок изображает. И характерной особенностью этой стадии схематизации является то, что ребенок имеет тенденцию изображать невидимые части объектов, то есть как бы они существуют, он об этом знает. Это опять же как бы к вопросу о том, что ребенок рисует не то, что видит, а то, что знает. То есть он знает о том, что ножка стола, как бы вот закрытая столешница все равно присутствует, он ее прорисовывает. Он как бы зачастую нарушает пространственные различные соотношения для того, чтобы показать то, как он понимает ту или иную ситуацию, и как бы эмоциональное отношение ребенка к тем или иным объектам действительно может выражаться в вот величине тех объектов, которые он изображает, или как бы в величине тех частей объектов, которых он изображает. То есть если эти части увеличены, в общем-то, действительно можно говорить о том, что эти части значимы для ребенка, или если эти фигуры, допустим, на каком-то групповом рисунке имеют больший размер, это означает, что эти фигуры для ребенка, опять же, являются более значимыми, допустим, вызывают у него больше каких-то там, допустим, положительных эмоций и более положительное отношение. То есть вот это все такие вот особенности детского рисунка, которые наблюдаются в возрасте примерно 7-9 лет, который, так сказать, этот возраст соответствует стадии схематизации в развитии детского рисунка. Следующая стадия развития детского рисунка, описанная у Лоуенфельда, это как бы стадия как бы вот такого некоторого предреализма, когда в предподростковом возрасте впервые у ребенка возникает желание вот как-то изобразить более или менее похоже. То есть вот это тот самый сдвиг, который наблюдается примерно в возрасте 9-11 лет, то есть вот в предподростковом и раннем подростковом возрасте, и ребенок начинает испытывать недовольство тем, что он изображает,
он начинает как бы стремиться к тому, чтобы изображать глубину, чтобы изображать объем, перспективу. Это все вводится, вот это третье измерение вводится в детский рисунок. Зачастую там могут наблюдаться те особенности, о которых мы говорили, то есть вот это вот видимое изображение невидимых частей объекта и так далее. Это все может быть, но тем не менее вот это вот такая смешанная стадия, в которой ребенок, так сказать, стремится к тому, чтобы уже изображать более или менее похоже. Да? То есть вот такая вот стадия предреализма. Дальше следует пятая стадия в периодизации Лоуэнфельда, когда в возрасте уже, так сказать, подростковом, да, в возрасте примерно 11-13 лет, ребенок начинает стремиться как можно точнее изобразить объект. И этот период был назван псевдореализмом. Значит, на этой стадии впервые появляется определенное такое отношение к цвету. Как бы вот цвет присутствовал и раньше, мог присутствовать и раньше в рисунке ребенка, но как бы здесь идет уже особое отношение к цвету. То есть ребенок стремится взять цвет, соответствующий внешнему миру, то есть опять же здесь стремится к похожести. И здесь как бы вот Лоуэнфельд пытается выделять как бы детей объективистов и детей субъективистов. То есть объективисты стремятся вот именно к этому, так сказать, реалистичному изображению цвета. Субъективисты в большей степени стремятся в цвете выразить какое-то свое эмоциональное состояние, эмоциональное отношение. На стадии псевдореализма очень характерно то, что ребенок-подросток в своем вот этом творчестве изобразительном как бы стремится к некоторому перечислению деталей. Да? То есть вот такая перечислительность достаточно свойственна детскому рисунку этого возраста. Ребенок может изобразить, скажем, фигуру вот, так сказать, человека, при этом это будет фигура не схематизированное такое изображение, да, а это будет фигура, допустим, похожая на фигуру ребенка-подростка, там, да, более или менее, так сказать, будет соблюдена, так сказать, пропорция, там, не знаю, головы по отношению к телу. При этом могут изображаться какие-то элементы одежды. Если для ребенка важно, что к какому бренду принадлежит эта одежда, будет обозначен этот бренд. Если этот подросток слушает музыку, он в наушниках, то может быть обозначено, что он слушает и так далее, и так далее. То есть вот этот псевдореализм, он включает в себя, вот как бы такая эклектика получается, он включает в себя и стремление как бы передать объем, и стремление к похожести на какой-то, так сказать, реальный объект, и стремление как бы насытить рисунок какой-то информацией, важной для данного конкретного подростка. Да? Ну, например, там бренд одежды, да, или там, допустим, музыка, которую там слушает подросток, да, в наушниках, допустим, да, или чем он занимается, да, вот, допустим, на каком там велосипеде он едет и так далее. Да? То есть вот это вот все, что характерно для младшего подросткового возраста и для стадии псевдореализма. И, наконец, последняя заключительная стадия, о которой пишет Лоуэнфельд, это стадия суждений, когда в возрасте примерно около 13 лет и старше подросток как бы выносит суждения о своих способностях к рисованию. И у большинства подростков, в общем-то, изобразительная деятельность становится такой ситуативной. То есть подросток выносит о себе отрицательное суждение, о себе как о художнике. И таким образом он фактически как бы прекращает активную изобразительную деятельность, так сказать, такое рисование, да, которое связано с желанием рисовать, да, с охотой рисовать. И он начинает как бы возвращаться, да, к предыдущим стадиям, и это может быть, так сказать, возврат к стадии схематизации, к стадии первичных схем. И зачастую, если говорить с подростком после 13 лет, который вынес себе такое отрицательное суждение, то, в общем-то, он скажет: я не умею рисовать. И тогда зачастую как бы при предъявлении таких
психологических тестов, да, скажем, рисуночных, есть целый класс рисуночных тестов, приходится уговаривать подростка и говорить о том, что этот тест связан не с тем, чтобы проверить какие-то таланты художника, а он связан просто вот с какими-то психологическими, так сказать, задачами. Да? То же самое может быть и со взрослым, который, в общем-то, когда-то вынес себе такое суждение, что я не художник, он тоже будет говорить, я не умею рисовать, я, так сказать, не справлюсь с такой задачей, да, и тоже приходится такого человека уговаривать. Если вот это суждение, да, о котором мы сейчас говорим, и которое выносит себе человек по поводу своих художественных способностей, если это суждение все-таки положительное, то есть человек как бы хочет, желает, да, стремится к тому, чтобы и дальше продолжать развивать свою вот эту изобразительную деятельность, свои художественные навыки, то, в общем-то, как правило, такой человек начинает уже профессионально учиться рисованию, да, уже, так сказать, постигает какие-то вот азы художнического мастерства и может становиться дальше, там, не знаю, дизайнером, архитектором, художником, живописцем, скульптором и так далее, да, то есть уже начинает подумывать или просто уже избирать для себя художественную профессию. Если говорить о том, каково значение вот этой изобразительной деятельности в жизни человека в целом, безусловно, изобразительная деятельность – это одна из частей вот этого невербального интеллекта человека, и все, что связано, скажем, там, с чертежами, с как бы вот изобретениями, да, каких-то вот там машин и механизмов, да, это все, конечно, имеет отношение вот к этой, так сказать, невербальной сфере, да, которая вот в частности может выражать себя в изобразительной деятельности ребенка, которая, вот, как правило, начинает уже наблюдаться с возраста там, вот, года, там, 2-го года жизни, 3-го года жизни. Сначала в виде каракулей и далее уже в виде вот какого-то такого дифференцированного рисования. Если говорить о возможностях применения вот всех тех сведений, о которых мы сейчас говорили, в работе с детьми различных возрастов, то, в общем-то, действительно можно сказать о том, что существует целый как бы такой пласт психологических методов, которые получили название рисуночные тесты. И здесь, в общем-то, вот они действительно могут быть очень хорошим подспорьем для выявления каких-то проблем ребенка, каких-то проблем вот психологических, которые переживает человек того или иного возраста. На самом деле не обязательно, чтобы это был ребенок, взрослые тоже в рисуночных тестах как бы выражают те психологические проблемы, зачастую внутренние конфликты какие-то, да, которые они переживают. И, в общем-то, действительно рисуночные тесты, рисуночные методы являются очень информативными для психологической диагностики и у детей, и у взрослых. И, кроме того, существует целая большая сфера арт-терапии, то есть терапии искусством, когда действительно в тех или иных ситуациях эти методы оказываются, скажем, предпочтительными, когда через рисование, вот есть такая, так сказать, сфера свободное рисование, да, когда через рисование человеку удается как бы нащупать какие-то важные для него решения и отношения уже, так сказать, в его реальной жизни. И вот здесь действительно можно упомянуть о том, что вот эта вот сфера арт-терапии – это такое особое как бы искусство. Да? Есть специалисты психологических профессий, которые как раз вот этой арт-терапией занимаются специально, целенаправленно. И, в общем-то, действительно, это та сфера, которая может оказаться весьма полезной в самых разных ситуациях, скажем, связанных с преодолением каких-либо психологических проблем, скажем, ученика воскресной школы, да, или вот в каких-то других ситуациях, да, семейных ситуациях и так далее. Да. И я думаю, что вот имеет смысл
как-то представлять себе эту сферу хотя бы очень лаконично, да, вот так, как бы таким назывным образом, да, но тем не менее это вот, во-первых, очень тесно связано вообще с тем процессом развития изобразительной деятельности, который прошел каждый из взрослых людей в течение своей жизни. И, соответственно, вот это та сфера, которая продолжает быть достаточно актуальной, да, и может быть использована для решения целого ряда задач, которые могут возникнуть в процессе работы, ну, скажем, преподавателя воскресной школы или другого церковного специалиста, который имеет дело с людьми различных возрастов. На этом сегодняшнее занятие мы с вами можем завершить. Благодарю за внимание. А теперь вопрос.